Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! У нас сегодня простейший пирог с творогом и яблоками. Сковородку на огонь, граммов 100 сливочного масла. Пока масло тает, друзья, могу заняться яблоками. Очищаю от кожицы. Можно, в принципе, оставить, но так получается нежнее. Яблочки у нас натуральные, червячок проверил. Поставил знак качества, да? Одно. Штучек 5 будет достаточно. Какие вкусные яблочки. Когда масло растаяло, добавляю в него 120 граммов сахара и 1 столовую ложку, вот такую вот хорошую ложку, меда. А жопа не слипнется? Нет, Сережка, у тебя еще ни разу не слиплась. Перемешиваю и томлю на небольшом нагреве. Нужно, чтобы все хорошо растопилось. А я пока яблочки нарежу. Друзья, примерно на вот такие вот кубики. Так, здесь у меня все очень вкусно пахнет. Посмотрите, какая карамелька. Класс! И сейчас, друзья, в эту карамельку выкладываю нарезанные яблочки. А, сколько их? Угу. Перемешиваю. Боже, как вкусно пахнет. Красота. Тра-та-та. Тра-та-та. И тушу 5-7 минут до мягкости яблок на небольшом нагреве. Ну а я, друзья, займусь остальной начинкой. Мне понадобится граммов 700 творога. У меня домашний, жирненький. В принципе, можно взять любой. Немножко разомну его вилкой. Сейчас добавлю 1 столовую ложку сахара, так как заливка у меня сладкая. А сама 2 насыпала. Ну, Сережка, я знаю, что ты сладкоежка у меня. Присаливаю такую хорошую щепотку. И разбиваю 3 яйца. Снова хорошо перемешиваю. Вмешиваю яйца. И сейчас, друзья, добавляю молоко. Количество молока я буду ориентировать по консистенции творожной начинки. Для начала полстакана, потому как каждый раз влажность творога разная. Ну да, насколько отжали его. Ну да, ты совершенно прав. Вот, еще немножко. У меня где-то получилось 150 мл молока. Она не должна быть сильно жидкой и густой. Ну вот примерно вот такая жишка. Видно? Ну, почти. Да. Так, здесь мы закончили. Смотрим яблочки. Так как яблоки у меня не кислые, добавлю немножко лимонной кислоты. Для баланса, чтобы не было приторно, а было вкусненько. Я думаю, вы все знаете, яблоки любят корицу. Пол чайной ложечки. Перемешиваю. Ой, сразу какой аромат пошел. Шикарный. Оставляю еще на 1-2 минутки. Ну что, друзья, собираем пирог. Форма, она может быть любой. У меня старенькая сковорода 26 сантиметров в диаметре. Смазываю дно и бока сливочным маслом. Беру лаваш. У меня он довольно-таки был большой. Я его разрезала на 2 части. Выкладываю 1. Вот так вот, чтобы краешки немного свисали. И также 2. Немножко прижимаю и выкладываю начинку. Большой ложкой. Да, большой ложкой. Немного распределяю. Беру 2 лаваш и вот так вот рву на кусочки. И выкладываю на начинку. А просто положить все нельзя было? Нет, нельзя, Сережка, он так будет раскисать. Сверху снова начинкой поливаю. Так, снова кусочки лаваша. Лавашек я вот так вот, друзья, чтобы он сильно не раскисал в пироге, я его вот так вот сворачиваю. Яблочки уже можно выключить, они идеальные. Духовка у меня уже разогревается до 180 градусов, так как все происходит очень быстро. Ну и оставшаяся начинка. Все распределяю. И сейчас накрываю краями, вот так вот, чтобы все хорошо закрылось. Беру наши ароматные яблоки и поливаю сверху пирог. Вкусным сиропом. Да, это же прямо карамелька, Сережка. Поехали в духовку, в разогретую до 180 градусов на 30 минут. Опа!
Друзья, карамельные краешки, сверху яблоки получаются как мармеладки. Это очень вкусно. К тому же так просто и быстро. Посмотрите, какая красота. М? А вкусно! Вообще класс. Это больше похоже на десерт. Ну что, пробуем? Ну, мы-то с Сережкой уже знаем, что вкусно. И все же, друзья, хочу показать и вам. Посмотрите, сколько начинки. Давай, Сережка, открывай. Угу. Как же это вкусно. Вкусно-вкусно. А яблочки как мармелад. Ну что, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своими рецептами. А мы с Сережкой берем компот и по кусочку пирога.